Всем привет! Сегодня у нас какие счастливые моменты на твоем пороге. Посмотрим, как ты можешь упустить, что сделать, чтобы не упустить. И вообще, ты у меня умничка. Но прежде чем начать, я сразу говорю, вот эта колода, это новая колода. А, Сразу объясню, даже не знаю, с чего начать. Ее продавать не буду. Не буду, не жди. Смотри, я объясню. Вот эта колода, авторские права мои, это ничего страшного. Я скинул макет для печати в магический чат. Также на Бусти макет этой колоды. И вы, кто хочет, независимо от страны, можете распечатать надписи, девятка вандов и так далее и тому подобное. То есть на английском. Ну, я думаю, это вам проблем не будет, потому что я объясню свою позицию. Ну, мне так проще. Потому что у меня в голове вот ванды, для вас жезлы, да, у меня ванды, там девятка вандов и так далее. Мне так удобней. Вот. Ну, я думаю, кто хоть чуть-чуть Таро знает, проблем не будет узнать, что это за колода, да? Так, распечатать ее может любой. Макет, который я скинул, он, как сказать, он готов для печати. Вам не нужно платить типографиям за дизайн, за еще чего-то там. И печатайте. Если хотите денег заработать, я вот не из тех, которые, ой, это только я могу печатать и так далее. Нет, если хотите денег заработать, там, печатайте, продавайте на своих площадках, ну, площадках вашей страны. Я предъявлять и вот это вот все пугать, там, авторские права и так далее не буду. Теперь, кто хочет вот зарабатывать деньги и так далее. Кстати, я две колоды. Таро деда помните? Помните, там, где вот этот сам персонаж деда, да, мертвеца. То есть дед — это не дед-дедушка, да, а Д-Е-А-Д английскими буквами. То есть тот персонаж, которого мы с Аней придумали, вот он там на колодах, в жрице Аня. И этот макет тоже скину. Теперь самое главное. Два самых главных. Название колоды и как я распечатал, какие материалы. Сначала думал то, что вот сделать как по-крутому, да, шелковое покрытие, как у меня Таро деда, да, но проблема в том, что с таким покрытием, да, бархат или как там, софтач, тяжело карты тянуть. Ну, вытаскивать, потому что они друг за друга, как говорится, цепляются, расставаться не хотят. И я сделал максимально удобно. Колода огромная, она как тантум, ну, я имею в виду, в тантуме 120 карт, и она такая же, тут не 120 карт, но она по толщине такая же. Так вот, сначала по покрытию. Матовая ламинация, да, чтобы не отсвечивал. Для тех, кто особенно расклады Таро снимает, знает, как проблематично вот это покрытие, которое бликует. Вот. Матовое покрытие 125 мкр. Я не знаю, как это расшифровывается. Микро чего-то там. 125. Сам картон 350. Понимаете? То есть, чтобы было понятно, если будете заказывать, чтобы у вас было красиво, удобно и так далее, 350 картон, 125 матовое покрытие. Они толстенькие получаются, ну, зато удобно максимально. Так, и Таро деда тоже. Таро деда печатайте на свое усмотрение. Тут мне обошлась одна колода распечатать 10 тысяч, потому что тут и всякие врезки, лака и так далее и тому подобное. Смотрите еще, кстати, по колодам. Полностью переименован. Полностью. Вот эта колода, которую вы сейчас видите, это колода канала «Нейроведьма и дед». Номер 1.
Таро деда больше не Таро деда. Колода нейроведьмы и деда номер 2. Еще есть зеркало безумия. Моя колода, вы ее часто видели в шорцах и так далее. Постоянно спрашиваете, где ее достать. А в выходные следующие я тоже макет скину. Можете забрать и печатать. Оракул Тантум, думаю пока. Потому что Оракул Тантум — это любимый оракул Ани. И я пока не знаю, как скидывать, не скидывать. Вот. Поэтому, пожалуйста, главное, название не меняйте и, как говорится, действуйте. Как говорится, кто вот хотел постоянно денег заработать, денег не хватает, у вас это вот, как говорится, шанс. Еще в магическом чате девочки хотят напечатать большую партию. Чтобы было дешево. Примерно, знаете, когда большую партию печатаешь, то рублей 900, вот так вот 1000, а обходится одна колода. То есть девочки скидываются, печатают и разбирают. Поэтому в магическом чате можете вот сказать: я хочу тоже. Печатать будут две, да. Бывшая Таро деда, которую вот... кстати, самое главное, это не ИИ. Это не ИИ. Вот эта колода, она в фотошопе делана. То есть без вот этих вот генераций. Колода с защитами, колода с некоторыми вещами, которые назвать не могу. Но вот эти надписи, они не просто так. И также Таро деда, оно... А чего я хотел сказать? Вот старость не радость, молодость не жизнь, забыл, чего хотел сказать. И Таро деда тоже будут распечатывать. Поэтому, если хотите, можете сами распечатать, да, взять макет, готовый для печати, и отдать в любую типографию. Продавайте как хотите. Это ваше дело. Как, чего делать, пожалуйста. Вот многие говорят, денег не хватает, вот ваш шанс. Как говорится, не упустите. Или вот так вот, хотя бы себе напечатайте. Так, давайте начнем наш расклад. Единички. Первая карта у нас сигнификация, остальные читаем парно. Как сейчас у тебя дела? Знаешь, по карте ты сейчас в полной растерянности. Ты просто стоишь и не знаешь, что делать со своей жизнью. Раньше вот ты всегда решительная, там четко знала, куда идти, что хочешь, а сейчас прям полная каша в голове. Ты начинаешь какое-то дело, а через день думаешь, нафига мне это нужно? Бросаешь и за другое хватаешься. У тебя сейчас, знаешь, как вот сказать, с концентрацией проблемы. Ты на работе сидишь, а мысли у тебя где-то далеко, там на картошке твои мысли. Книжку открываешь, вот вроде читаешь, а не понимаешь, что читаешь. Страничку даже прочитать не можешь. А фильм, если включаешь, то ты через полчаса понимаешь, что вообще там за сюжетом не следила. Мозг у тебя как будто оказывается работать нормально. А еще ты стала агрессивным. Не злая, а вот знаешь, вот когда все бесят. Вот тебя все бесит. Очередь в магазине бесит, соседи за стенкой бесят, коллеги на работе бесят. Все бесят. И ты не знаешь даже почему. Ты понимаешь, что вот это неправильно, но с собой ничего поделать не можешь. Внутри как будто вот пружинка сжалась до предела. И вот она вот как струны на гитаре натянуты. Вот примерно вот так твои нервы. И знаешь, что самое странное? Ты сейчас избегаешь очень важных разговоров.
Если вот что-то серьезное нужно обсудить там с начальником, с мужчиной, хоть с кем, ты находишь кучу отговорок. Откладываешь, переносишь, придумываешь причины, и вот это вот канифоль у тебя в голове. А раньше ты всегда была прямой, говорила то, что думаешь. А сейчас прячешься от ответственности, там, от всего, за все. Это тебя и саму пугает больше всего, конечно. Ты не понимаешь, что происходит. Ну, вот так вот. Так какое счастье идет в твою жизнь? Знаешь, такое счастье, которое ты даже не ожидаешь. Ты денежки получишь, вот ты стабильность получишь именно тогда, когда перестанешь об этом думать. Кто-то предложит тебе или работку, или подработку, где ты будешь получать вот не просто зарплату, а вот строить что-то долгосрочно. И ты почувствуешь, что твой труд, он смысл имеет. И это и будет связано вот с твоим счастьем, да, и с твоими мечтами. Вот у тебя заветная мечта была, о которой ты никому не рассказываешь. Вот она сбываться начнет. Не вся сразу, не будет тебе там комом сразу счастья. Нет, по кусочечкам. Сначала возможность попробовать будет, потом увидишь результаты первые, а дальше как по маслу пойдет. И знаешь, ты будешь заниматься тем, что вот действительно тебе нравится. И при этом хорошо зарабатывать. Это не будет работа ради денег. Нет, это знаешь, ну и не будет это хобби ради удовольствия. Это вот, знаешь, вот как вот, как вот найти свое призвание. Есть же такое, вот, это оно. Ты вот утром встанешь и будешь с радостью на работу идти. Прям вот, знаешь, вот даже с работы-то не уходить не захочется. А еще у тебя появится надежда на будущее. Не вот это вот эфемерная, абстрактная вера в лучшее, да, а конкретное понимание того, что ты движешься в правильном направлении. Ты увидишь, как твоя жизнь, она к лучшему меняется, и поймешь, что это только всего лишь начало. У тебя появятся планы на несколько лет вперед, и ты будешь знать, что они вот реальны. Про упущение. Почему ты можешь упустить это счастье? Знаешь, из-за своей привычки хвататься за все сразу ты можешь упустить. Когда вот к тебе идет вот эта возможность, да, ты подумаешь, а вдруг есть что-то там еще лучше, а вдруг это не мое, и начнешь искать там другие какие-нибудь варианты. Ну, сравнивать, взвешивать, вот это твое любименькое. И пока ты будешь думать, шанс уплывет кому-то другому. У тебя есть вот болезненная потребность все контролировать. Тебе хочется знать заранее, к чему приведет вот этот или вот этот вот шаг. А счастье, которое к тебе идет, оно, знаешь, оно потребует веры и риска. Нужно будет прыгнуть, как говорится, в неизвестность, да, доверившись своему чутью. Вот это ты как раз и боишься больше всего. Еще ты счастье можешь из-за жадности упустить. Тебе, знаешь, тебе покажется, что мало предлагают, ну, по деньгам, да, что ты больше заслуживаешь. И ты начнешь торговаться, там, условия выставлять, гарантии требовать. А человек, который тебе это предлагает, он, знаешь, он таких игр не любит. Ему нужен партнер, а не вот требовательный наемник, понимаешь? И знаешь еще, ты слишком много других людей слушаешь. Когда тебе вот расскажут о предложении об этом, да, ты обязательно начнешь там со всеми советоваться, с подругами, коллегами, друзьями и так далее. А они из лучших побуждений начнут тебя отговаривать. Скажут, ну ты что, это рискованно, лучше не связывайся. И ты можешь послушаться, да, хотя сердце будет кричать «давай, давай, давай». Что будет, если не упустишь? Знаешь, если ты не упустишь этот шанс, твоя жизнь кардинально изменится. Ты станешь человеком, который принимает решения быстро, не сомневается в правильности их, понимаешь? У тебя появится внутренний стержень, который не сломается вот ни при каких обстоятельствах. Научишься выходить из любых неприятных ситуаций.
Не избегать их, как сейчас, да, не прятаться, а именно решать. У тебя, знаешь, у тебя вот разовьется особый навык. Будешь видеть выход там, где другие, как говорится, в стену упираются, как бараны. И люди начнут обращаться к тебе там за советом, потому что поймут люди, что ты знаешь, как действовать. И ты обязательно станешь независимой от чужого мнения. У тебя больше не будет вот этого, как сказать, я у всех разрешение спрошу, а про себя в последнюю очередь подумаю. Не будет этого. Ты будешь сама решать, что тебе нужно, что тебе не нужно, не оглядываясь вот на этих не паразитов, а этих критиков. Ну, хотя паразиты и критики — это синонимы. И это, конечно, тебе все даст невероятную свободу. И еще ты станешь авторитетом для других женщин. Они на тебя будут смотреть и думать, вот как надо жить. Ты пример покажешь им того, как вот можно быть сильной и при этом оставаться женственной. Что можно денежек много там зарабатывать и при этом заниматься любимым делом. Потому что мало у кого так. Все, как говорится, ходят на работу как на каторгу. А у тебя будет наоборот. У тебя, знаешь, вот, блин, классная у меня работа, вот было бы, как говорится, можно 24/7 работать, я бы работала. Вот примерно вот так. И стабильность во всем у тебя будет. Там в деньгах, в отношениях, в работе. Но это не будет такая скучная стабильность, типа вот как бытовуха, рутина, да? Потому что ты будешь постоянно развиваться, новые цели ставить и, конечно, достигать этих целей. Твоя задача — руки не опустить. Понимаешь? И тогда вот твоя жизнь, она станет интересной и наполненной смыслом. И самое главное, ты будешь гордиться собой каждый день. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик и на уровне проживания арканов на Бусти. Только на Бусти, на Ютубе нету. Я ссылку оставлю на страничке вниз немного листни, там написано «Макеты колод». Ну или в магическом чате возьми макеты. Все, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Как у тебя дела сейчас? Ну, знаешь, напомню, первая карта — сигнификация, а остальные парно читаем. И знаешь, у тебя дела, у тебя как будто вот что-то новое началось, только-только. Ты или предложение работы получила, или вот договор на что-то денежное подписала. И это совсем свеже, прямо буквально на прошлой неделе, наверное. И ты еще сама толком не понимаешь, что это такое и куда тебя это приведет. Просто согласилась, потому что что? Деньги нужны были. И знаешь, ты сейчас вот как семечко, да, которое посадили только-только. Ничего особенного снаружи не видно, но внутри процессы уже начались. Каждый день делаешь какие-то мелкие дела по твоему новому направлению, да? Но пока ты больших результатов не видишь, нет. И, честно говоря, ты начинаешь сомневаться, стоило там вообще в это ввязываться. Ты сейчас максимально осторожничаешь. Боишься вкладывать больше денег, больше времени, чем уже вложила. И думаешь такая, а вдруг это все пустышка будет? Вдруг там потеряю то немногое, да, что есть. Поэтому действуешь ты сейчас по минимуму, ну, на всякий случай. Даже близким людям ты толком не рассказываешь, что у тебя появилось вот это новое дело. Но самое интересное, ты чувствуешь какое-то внутреннее вот это волнение, не страх, нет. Знаешь, вот именно предчувствие. Как будто что-то грандиозное должно произойти.
Утром просыпаешься с мыслью об этом деле, да, засыпаешь с теми же мыслями. И хоть результатов ты пока не видишь, но ощущение у тебя, что ты вот в правильном месте, да, и в правильное время. Вот только у тебя, знаешь, как сказать, вот, веры в себя маловато. Давай будем объективны, да? Какое счастье идет? Ну, знаешь, у тебя через несколько месяцев, вот жизнь по-другому будет. У тебя будет столько денег, что ты вот перестанешь копейки считать в кошельке. Купишь одежду, которую вот раньше только, как говорится, в витринах разглядывал. Ремонт сделаешь, о котором там год целый мечтала. Возможно, даже в отпуск поедешь, куда всегда хотела. Но тут дело не только в деньгах, нет. Ты почувствуешь, знаешь, что твоя жизнь, она смысл имеет. Что ты занимаешься тем, для чего ты родилась. У тебя появится вот эта сила внутренняя, что ты даже вот сама себя не узнаешь, понимаешь? Раньше какая ты была? Там тихая мышка, да? А станешь королевой в своей жизни. И самое крутое, тебе придется пересмотреть все свои представления о себе. Вот ты думала, что ты там средненькая, там обычная, ничем не примечательная. А окажется, что у тебя талант есть, который может менять жизни других людей. Твое дело, оно будет, знаешь, не просто деньги приносить, нет, помогать людям. Тебе как будто, вот, как говорится, дадут как будто вторую жизнь, вот так вот. То есть от спячки своей вот этой ты проснешься, в которой последние несколько лет находилась. И новые друзья появятся, новые интересы, планы новые. Ты более активный и энергичный станешь, более уверенный в себе. Все испортить из-за своей бедности, но, знаешь, не материальной, а вот душевной. Потому что, я объясню, не бойся. У тебя, знаешь, в голове страх засел, что ты недостойна хорошей жизни. Вот этот паразит, забыл, как называется. Как его? Тень самозванца, во. Тень самозванца у тебя в голове. У тебя в голове, что вот счастье предназначено для других, а мне только крошки. И когда к тебе придет настоящий шанс, ты подумаешь, что это не для тебя. Скажешь, я не заслужила. А еще, знаешь, ты на том зациклил, что у тебя сейчас денег мало. Когда тебе предложат там вложиться в свое дело или потратиться там на обучение, ты скажешь, у меня денег нет. Хотя деньги, они, знаешь, найдутся, если ты действительно захочешь. Ты просто вот привыкла экономить на всем и риска боишься. Но знаешь, самое опасное, что может помешать счастью, это то, что ты замкнуться в себе можешь. Решишь, что там лучше дома сидеть, да, и ждать, пока само все там наладится и так далее. Перестанешь в люди выходить, знакомиться, общаться. А твое счастье, оно же придет именно через других людей, через новые знакомства, через неожиданные встречи. Поэтому ты можешь упустить. А еще ты боишься стать другой. Тебе вот кажется, что если у тебя все хорошо, то тебя, перестанут понимать твои вот сейчасшние друзья. Что ты станешь совсем там чужой в своем кругу. И вместо того, чтобы расти, ты будешь держаться вот за эту старую жизнь, которая, тебя не устраивает, будем объективны, как говорится. Что будет, если не упустишь? Какая жизнь тебя ждет? Ну, тут даже не надо трактовать. Ты просто станешь машиной по достижению целей. У тебя такая скорость в делах появится, что все вокруг будут ахать и охать. Ты научишься быстро решения принимать, сразу же выполнять их. Никаких сомнений, никаких вот этих кота за яйца оттягиваний. Увидела цель, пошла к ней. Как говорится, и вижу цель, иду к ней. И у тебя проснется энергия молодая. Даже если тебе уже за 50, за 60, она проявится. Ты будешь носиться как 20-летняя, да, и хвататься за новые проекты. Будешь учиться непонятным вещам.
Я бы вот так это назвал. Знаешь, твои ровесники, они себя уже со счетов сбросили. Ну вот, нет, чтобы более поняла ты, твои ровесники, они себя хоронят, что ли. То есть для них твой задор будет: «А где ты берешь столько сил? У меня коленки стреляют, а ты носишься, как угорело». Ну, примерно вот так вот. Еще знаешь, ты научишься быть простой с людьми. Не будешь строить из себя крутую, хотя ей и будешь в этот являться. Умную себя не будешь строить, хотя ей ты будешь являться, понимаешь? То есть ты вот будешь говорить, что думаешь, да, без фальши, без игр, и ты умничка-красавица. Именно вот эта твоя искренность, она будет притягивать к тебе правильных людей. Те, кто любят врать, притворяться, они, знаешь, они сами отвалятся от тебя. Ну и, конечно, ты станешь генератором идей. У тебя вот в голове будут постоянно рожаться планы новые. Новые проекты, новые способы заработка. Ты будешь жить в состоянии постоянного творчества. И что самое классное, ты научишься воплощать свои идеи в жизнь, несмотря на свои года. Ты вот знаешь, свои года будешь считать что-то как-то вот так вот. Это не мое. Вот, вот примерно вот так вот. То есть будешь чувствовать себя вот 20-летней. Ну, вот так вот. Обязательно подписывайся на канал под этим видео. В закрепленном комментарии я оставил ссылку на Бусти, где ты можешь взять макет колоды вот этой и распечатать. В продаже этой колоды не будет с моей стороны. Ну а вы можете продавать денежек, зарабатывать и так далее. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки мне тут даже трактовать не нужно. Вообще не нужно. Сразу скажу, троечки, вот эту колоду вы можете распечатать сами себе или продавать и так далее. Авторские права за мной, но я не против, что вы будете продавать. То есть я не из тех людей, которые «ай-яй-яй, не подделывай мою колоду». Нет, можете продавать за авторские права, я вам ничего предъявлять не буду. Макет находится на Бусти. Ссылка в описании к видео и в закрепленном комментарии. Колода, кстати, мне нравится очень. Она прям в поток тебя закидывает. Так вот, как у тебя дела, я думаю, тут не нужно даже трактовать. Ты добитая после того козла. Сидишь дома, возможно, в подушку ревешь, думаешь, что жизнь кончена. Ну, понятно, да, измена, предательство, он тебя подставил, и ты до сих пор не можешь в себя прийти. Он говорил там: люблю, паровоз куплю, а потом раз такой и ушел к другой. Изменял, и ты, конечно, узнал это. А что тут говорить, да, тройка мечей? Ты сейчас смотришь вот на кино, да, например, видишь там вот эти вот парочки, там люблю, целую. И ведь у вас такое же было у тебя в голове. Листаешь его фотографии и себя мучаешь. Каждое его слово анализируешь, каждый поступок. Ищешь, где ты, как говорится, бусурманским словом накосячила. Что сделала не так. И винишь себя во всем, лишь бы объяснение найти вот этому уходу. И у тебя сейчас вообще руки опустились. На работе как робот на автомате все делаешь. С подругами особо не общаешься. Себе говоришь, что зачем мне это все, если все равно все мужики сволочи, да? Даже в зеркало нормально посмотреть не можешь. Кажется, что старая, некрасивая, никому не нужная. Потому что что? Потому что этот как его, паразит,
Извиняюсь, я сдержался как мог, мне язык хотел это слово сказать, но паразит. Паразит, он тебя, вот твою самооценку, как говорится, уничтожил. И уничтожил это очень мягко говоря. И ты застряла в этой боли, как в болоте. Ты даже не осознаешь, что у тебя есть дед. А у тебя как сейчас? Каждый день одно и то же. Робот проснулся, робот там зубы почистил, кофе попил, потом вроде вливаешься в день, и тут оп, робот выключается, и ты вспоминаешь про него и расстраиваешься. И идешь на работу с кислым лицом, домой приходишь, опять про него думаешь. И друзья, подруги там замучились тебя утешать, если они у тебя есть. А ты все никак не можешь отпустить это все. И самое паршивое, ты боишься снова влюбиться, потому что ты не хочешь опять через вот это проходить. И сейчас, конечно же, у тебя, знаешь, все мужики козлы, и дед ты не лучше. Вот примерно вот так. Какое счастье в твою жизнь идет? Ну, даже, как сказать, трактовать не нужно. Ты получишь то, о чем мечтала. И знаешь, я бы сказал, конечно, что ты беременна, но нет. Не скажу я так. У тебя, знаешь, как сказать, нет, почему? И это новая жизнь или ребенок. Блин, ты беременна, что ли? Подожди-ка. Я чего-то потерялся. Я не хочу говорить, что у тебя есть ребенок, да, но мне идет ребенок, ну или новая жизнь. Или ты беременна, он тебя беременную бросил. Или у тебя новая жизнь начинается. То есть ты поймешь, что все вот эти мучения с мужиками были вот просто подготовкой к главному событию, к новой жизни. Что ты должна была пройти через вот эту боль, чтобы стать готовой вот к этой новой жизни. Но почему-то мне вот идет то, что ты беременна. И у тебя в голове я должна быть сильной, а не размазнёй ради ребенка, ради ребенка. Аж ты знаешь, тебе идет беременность, что ли? Ладно, ты беременна. Ты беременна. Это будет очень точечный третий вариант, потому что я не могу свой мозг выключить. У меня идет беременность, 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 беременность. Кроме беременности тебе еще успех в делах идет, кстати. Ты станешь везучей абсолютно во всем. На работе могут повышение, да, деньги появятся, откуда не ждала. Жизнь новыми красками заиграет. И ты поймешь, что вот когда в тебе зарождается новая жизнь или новая жизнь в твоей жизни зарождается, то, как говорится, все обновляется. Но мне идет, что ты беременна. Это очень точечно, потому что я не могу это из головы у себя выкинуть, как бы я ни старался. И, конечно, ты забудешь про всех своих бывших. Утром проснешься, подумаешь, блин, как я могла из-за этих паразитов страдать. У тебя будет столько радости и энергии, что вот на всех вокруг хватит. А беременность, она делает тебя красивой. Ну или новая жизнь делает тебя красивой. Люди говорить будут, ты изменилась, ты прям расцвела, ты умничка, солнышко и так далее. Почему ты можешь упустить это счастье? Ну знаешь, ты можешь все испортить, если зациклишься на поиске нового мужика. Вместо того, чтобы радоваться новой жизни, да, своей, ты паниковать начнешь. Типа вот знаешь, а кто же будет отцом моему ребенку? А как я одна справлюсь? Как я, как сказать, грубо говоря, пойдешь искать папашу для будущего малыша. А еще хуже, ты можешь встретить очередного вот этого альфа-самца, да, который скажет тебе слова красивые, да, про любовь, про семью, и ты поверишь, что он тебя там спасет. Начнешь под него подстраиваться, про свои потребности забудешь. А он использует твою беременность, чтобы тебя контролировать. И знаешь, этот новый мужик, он будет говорить, знаешь, что знает, как тебе лучше жить.
что беременным там работать нельзя, что тебе покой нужен. На самом деле он просто хочет, чтобы ты от него зависела. Ты, возможно, карьеру бросишь, от своих планов откажешься, на шею ему сядешь, и знаешь, ты этим потеряешь все. Независимость и самоуважение. Вот ты так боишься быть одинокой мамой, что согласишься на любого, кто предложит отношения. Даже если он бухает, даже если у него работы нет, даже если он там тебя не уважает, лишь бы ни одной ребенка растить. И знаешь, вместо счастья ты получишь проблемы новые. Только теперь еще и с маленьким ребенком на руках. Что будет, если ты не упустишь, да? То какая жизнь тебя ждет? Если свои мозги не дашь запудрить никому, то станешь самой сильной мамой на свете. Ты просто поймешь, что ты можешь вырастить ребенка сама, без всяких вот этих придурков. У тебя мужик появится, но потом, со временем, когда он тебе не нужен будет, если будешь в панике искать, то счастью не быть. А так ты научишься решать проблемы любые одним махом. Но сначала, конечно, в голове будет каша из разных вариантов. Потому что ты захочешь там вернуться к бывшему, найти нового, а то и вообще, как говорится, как сказать это слово, сделать, чтобы ребенка не было. И будешь вот метаться между вот этими всеми идеями, да, и мучить себя выбором. Но если ты устоишь перед вот этими соблазнами, да, что ребенок родится, то ты получишь реально новую жизнь. Нельзя лишаться ребенка, никак. Ты станешь мамой-львицей, понимаешь? Которая защищает вот своего ребенка, да, от любых неприятностей. И у тебя появится интуиция, прям я бы сказал, звериная, львиная. Ты сразу будешь чувствовать, кто, как говорится, хороший человек, а кто насрал кто-то. Никто не сможет тебя обмануть или использовать там в своих целях. И ребенок твой, он будет расти счастливым, потому что у него есть мама, которая его по-настоящему любит. Не просто там потому что так надо, да, а потому что он будет смысл твоей жизни. И ты дашь ему то, чего ты сама не получала. А что ты не получала? Безусловную любовь и поддержку. Ну а через несколько лет к тебе придет мужчина. Только он, знаешь, он придет такой, который и тебя полюбит, и твоего ребенка. То есть не мальчишка в штанишках, да, а настоящий мужик. Мужчина. И он будет гордиться тем, что ты такая вот сильная и самостоятельная. И вот тогда у тебя будет полная семья. Не из страха там, то, что ты одиночества боишься, и ребенка, растить. А из любви, понимаешь? Поэтому вот так. Простите, троечки, но вы беременны. Вот так вот сегодня все у нас повернулось, но я из головы не мог выкинуть эту беременность. У меня беременна. И обязательно приходите в проживание арканов, и колоду можете продавать как хотите. Будь вы там типография, издательство или просто один человек. Без разницы. За авторские права, конечно же, я предъявлять не буду, как вот эти многие деятели Таро. Все. Надеюсь, вам колода понравилась. Но мне прям она прям, как говорится, поток включает, и вот эту беременность выключить не мог. Кстати, напишите мне, троечки, кому срезонировала беременность и так далее, и тому подобное, свою историю расскажите. И помните, что носик вешать нельзя. Носик нужно кверху держать и по жизни идти, как говорится, от бедра. И помните, что дед всегда рядом.